Европейцы вас снова обманули, вас кинули. И это абсолютная правда. 10 часов считаю санкции. Российские пропагандисты оболгали марш украинских националистов. Какими океанами омывается Крым. Океанами имени Трампа. Доверим это Дмитрию Медведеву. Все потому, что это тема гибридной войны. Американцы всегда выходят победителями. Это что сейчас был поцелуй в CNN? Их там называют на родине храбрецами, да, на самом деле они просто отморозки. Я объявляю внеконкурсный конкурс. Вот с меня прям бутылка вина. Придут правые, все переиначат, всю политику. Сможешь теперь покинуть эту студию, тебя не заберут. Спасибо, парни. Друзья, приветствую всех на нашем честном подкасте канала Победа 945. И сразу всех предупреждаю, что подарки, которые мы разыграли, они смотрят, просто мы со второго дубля пишем, у нас камера сломалась. Все, кто выиграл наши подарки, пишите нам в телеграм-канал Победа 945, чтобы мы вам отправили. А новых победителей мы озвучим в следующем розыгрыше. Сегодня у нас интересный подкаст. Я Павел Кухаркин, Сергей Черкасский и наш гость, политолог, телеведущий, автор телеграм-канала Пономарь Андрей Пономарь. Андрей, привет. 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 Ну, мы тут собрались не просто так. Не поздороваться. Не поздороваться и не разыграть просто подарки, а обсудить очень интересную тему, которая непосредственно влияет на искажение истории, на все то, что происходит вокруг нас. А будет вдвойне интересно. Ты уроженец Крыма. И Севастополя, да. Севастополь. Город-герой. Да. И я думаю, ты видел в новостях, ты не мог не видеть о том, что Евросоюз ввел 20-й пакет санкций. Одно время мы уже сбились считать, но сейчас 20 удобное число. Вот там 10-й, 20-й. Более 40 тысяч уже, если поштучно их считать. Санкций. А кто их считает? Ну, я считал. Более 40 тысяч. Это рекорд. Это, знаешь, как есть видео популярные в соцсетях, там, ТикТок, Инстаграм. 10 часов считаю санкции. Да, нет, там, где считают, высыпают пачку риса и считают, сколько там зернышек в этой пачке, то же самое по санкциям. Но почему это интересно? Санкции ввели в основном против деятелей культуры, историков и, в частности, против директора Эрмитажа Михаила Петровского. Аргументация Евросоюза то, что, значит, Эрмитаж проводит несанкционированные археологические раскопки в Крыму, включая разрушение охраняемых объектов украинского наследия, вот, и тем самым делает законным, скажем так, территориальные претензии под видом научной работы. А как ты относишься к таким санкциям против Эрмитажа, руководства Эрмитажа, и что это за такие наследия украинские, которые мы там откапываем? Ржавая труба. Которые украинцы почему-то не откопали. Почему-то украинцы не Да. откопали в свое время, да. Я из Севастополя и до 16 лет прям жил вот в городе, потом в Киеве какое-то время жил, потом опять в Севастополе, и ну и сейчас большее время в Москве. Ну, город свой знаю прекрасно, и прекрасно помню Херсонес, одно из таких ключевых сакральных мест вообще, в принципе, для всех славян, для всего православия. Оттуда пошло крещение Руси, и я всегда на каждую Пасху ходил в Херсонес, и ну, мы там освящали Пасхи, яйца, вот эта вся история известная. И вот за Херсонесом там же есть огромная часть, которая долгое время была вообще не раскопана. И я помню, как прямо на Пасху мы шли, и вот там человек прям копал что-то, ну вот в этой нераскопанной части, то есть проводил раскопки прямо во время Пасхи, и это было при Украине. И меня это тогда очень сильно удивляло. Я всегда думал, какова вообще проблема, чтобы загнать туда просто людей и все дораскопать? Ну, как бы, там же всем известно, огромный город целый еще не раскопанный, и до сих пор многое там еще не сделано. И вот это меня всегда удивляло. Это вот, знаешь, к слову про то самое украинское наследие, про их отношение реальное к культуре, к таким глубоким, символичным, важным, ключевым, сакральным местам. Сейчас я просто напомню, что Россия построила новый Херсонес. Это огромный комплекс зданий, который, ну, на мой взгляд, вообще монументален. И, Ты был там, да, прогуливался? Был много раз, да. Каждый раз, когда приезжаю в Севастополь, мы туда едем, потому что это удивительное место, и оно прекрасно приобщает не только даже взрослых к культуре, истории, к религии, да, но и детей.
моим детям, у меня 2 ребенка, 2 пацана, им крайне интересно и необычно видеть вот все эти символы, барельефы, исторические какие-то там баталии и вот эти все отсылки к прошлому. И они задают массу вопросов, и через это я их погружаю в эту всю тему. И это я говорю только о как бы внешней стороне. Там же еще внутреннее, очень серьезное и масштабное наполнение. И это поразительный контраст между тем, что делает Россия, делала и будет делать, я убежден, и так называемым украинским наследием. Это так вот просто, знаешь, такая небольшая ретроспектива в прошлое. Не, ну ты же купаешься каждый год в украинском наследии, которое было откопано в свое время, а вы этого не цените. Само собой. И даже не платим никаких еще репараций и контрибуций. Хотя репарации ведь это должны быть взяты с России, и за этот счет должен быть перекрыт 20-й пакет санкций. Это ведь тоже заявлено абсолютно прямо. Как деньги-то откуда? Деньги из российских репараций, которые будут выплачены после российского поражения. Об этом прямо заявлено. На что верно отреагировал Дмитрий Медведев и прямо сказал: европейцы вас снова обманули, вас кинули. И это абсолютная правда. А почему же вводят санкции против историков, против деятелей культуры и так далее? Но это элемент той самой гибридной войны, о которой без устали кричат сами европейцы. Они прекрасно понимают, что если ты не владеешь своим, если не ты интерпретируешь прошлое, то его интерпретируют за тебя. И это то, что они постоянно делают с нами. И поэтому работает вся эта культура отмены и давление на историков. Голливуд — это вот эта большая машина, которая промывает мозги. Это ведь все одна и та же орбита. Поэтому вот в таком, широкими мазками, если по этой теме, то я абсолютно четко понимаю, почему и зачем они это делают. Культурное поле — это тоже поле войны и поле битвы. Еще один человек, на которого ввели санкции в этом новом пакете, это Александр Бутягин. Вот известный археолог, такой мировой мужик, можно сказать, которого в начале декабря задержали в Польше. Вот, и по запросу Украины решили, значит, суд польский решил его экстрадировать на территорию Украины. Хотя он за то, что он проводил раскопки в Крыму, хотя он вроде как к Украине не имеет никакого отношения, то есть он российский гражданин. Но что интересно, сейчас идут споры, то есть Россия вроде там будет подавать апелляцию, но что интересно, он проводил раскопки на территории Крыма с 1999 года. То есть еще когда Украина была в составе, когда Крым был в составе Украины, и тогда, с 1999 года, он проводил тоже под эгидой Эрмитажа все эти раскопки. И все, что нашли, да, это в основном находили уже после 2014 года какие-то там артефакты. И ему, значит, на Украине уже там шьют, естественно, 5 миллионов он должен, значит, государству украинскому, должен сесть на непонятно какой срок. И вопрос, то есть, как думаешь, то есть, почему даже при Украине, да, проводили там раскопки одни и те же люди, то есть из Эрмитажа, и должна ли действительно Россия теперь вернуть какие-то деньги Украине? То есть хотел спросить, почему музей Романа Шухевича не проводил раскопки в Крыму? Ну это вот к тому же вопросу про Севастополь, да, про что я рассказывал, что я видел на своем личном примере, и что у меня, у человека еще тогда, что-то мне было 15-16 лет, особо не подкованного в политической повестке. Мне кажется, почему Россия-то была так активна в регионе? Потому что ресурсов больше, потому что научный потенциал, в принципе, больше, шире, мощнее. И давайте просто вспомним, какую политику проводил тот же, например, Ющенко. Абсолютно прозападная политика уже шла в то время с первого, скажем так, Майдана 2004 года. И, кстати говоря, вот если смотреть на этот срок Ющенко, то довольно интересно, какое количество различных памятников было установлено в честь различных наших недоброжелателей, врагов откровенно. При Ющенко было восстановлено много памятников, связанных с Крымской войной. Памятник итальянцам, например, есть,
памятник, много всяких там памятных камней, посвященных британцам, британским офицерам. Это все проводил как раз-таки Ющенко. То есть это было возрождение памяти наоборот. Фактически уже тогда вот эта хитрая такая гибридная работа, она велась. Ну а почему Россия-то? Мощный научный потенциал прежде всего. И, на мой взгляд, реальное стремление к тому, чтобы сберечь эту историю, показать ее, восстановить и все, что с этим связано. Причем сберечь в самом Крыму, потому что Евросоюз предъявляет, что вроде вот то, что там раскопал там Бутягин условно, да, увозится в Эрмитаж, но на самом деле это не так. На самом деле все артефакты, которые он там находил, достаточно интересные, там 30 золотых монет эпохи Македонского, значит, какие-то барельефы, вот, и они оставались в историческом музее в Крыму, в городе Керчь, вот, поэтому как будто бы тоже надуманная достаточно и притянутая за уши история, что кто-то в Эрмитаж их забрал себе. Не, ну Эрмитаж — это мировое достояние, и все, что хранится в Эрмитаже, любой желающий может приехать даже из недружественных стран и посмотреть, как Лувр, Эрмитаж. Я не помню, сейчас боюсь ошибиться, но если на каждый экспонат потратить там по минутке, да, в Эрмитаж там 30 лет необходимо. Хотя я обошел Эрмитаж первый раз минут за 30. Просто пробежался, ничего не заинтересовало. Я смотрел только то, что привлекало мой взгляд, но потом как бы уже более осознанно я посмотрел, потому что меня там ждали друзья, а компании ходить нет смысла в такие места. Про компании, которые ведутся против Бутягина и подобных ему, вот буквально накануне ареста, буквально там за месяц или два, известный аналитический британский центр РУСИ, который напрямую связан с Минобороны, с британской разведкой, с МИ-5, с МИ-6, это вообще не скрывается, абсолютно независимый, да. Вот он выпустил независимое исследование, в котором рассказал про, скажем так, тонкую грань отношений между Польшей и Украиной, и она связана с Волынской резней. И бриты там говорят, нужно это слабые места эти перекрывать, как-то там усиливать и так далее. Типа это может, внести разлад в отношения, но потом они приходят к интересному анализу. Они пишут, что поляки действуют очень грамотно в этих культурных войнах. Во-первых, потому что и президент, и премьер историки, имеют соответствующее образование. Кароль Навроцкий — это же бывший глава Института нацпамяти, известного всем украинским обозревателям по своей абсолютно безумной деятельности. И более того, в польском МИДе, при польском МИДе создано специальное подразделение, можно так сказать, которое занимается оценкой исторических различных фактов и попыткой спрогнозировать, какие будут данные, опубликованные Россией накануне каких-то важных дат. То есть что они делают? Они, по сути, загодя, понимая, что Россия может что-нибудь там рассекретить, или опубликовать какие-нибудь данные, или просто статью написать, или мы какой-нибудь подкаст запишем с объективной информацией, они на это сразу готовят контрнарративы. Класс. То есть загодя это все видят как фейки. И по сути это мы возвращаемся к тому же тезису, который обсуждали. Или ты интерпретируешь свою историю, как тебе нужно, или ее интерпретирует враг. Почему это у них работает? Как это работает? Все потому, что это тема гибридной войны. Это именно вот это культурное, психологическое, информационное поле, в котором они работают и действуют, они используют как реальный элемент войны против нас. Они реально понимают, что или они интерпретируют историю, или мы. Причем важно понимать, что мы-то с объективных позиций к этому подходим, а они все время это искажают. Эти объективные позиции можно, кстати, даже легко подтвердить, потому что если мы вернемся к археологии, то очень легко заметить, в какой момент, в какой период времени находят какие-то, значит, археологические всякие штуки, потому что до 2014 года ничего там условно не находили. После 2014 года почему-то пошло. Просто элементарно строительство. Когда начинают что-то ремонтировать, там начинают что-то строить, мосты, какие-нибудь там дороги, трассы и так далее, начинают копать, на что-то натыкаются, подключаются археологи и находят. То есть там даже если забить вот этот в Яндексе, там в Крыму нашли, значит, этот древний город, и там сразу выпадут статьи во время там строительства трассы. Так же, как во время строительства трассы нашли пещеру большую, пещера Таврида, и теперь к ней отдельная дорога, это отдельный объект. Да. А если у нас такой центр, который занимался бы предположением того и прогнозированием, что опубликуют на Западе? Я думаю, нет, я таких не слышал. То есть при МИДе Российской Федерации смысла глобально нет в этом.
Нет, конечно, в этом есть смысл, на мой взгляд. Надо создавать, наоборот. Это крайне эффективная, системная, методичная работа, которая регулярно эволюционирует. И они в этом плане законодатели как раз-таки всех этих движений, связанных с этими вот гибридными информационными и когнитивными войнами. Например, у них, у американцев описано уже, что есть информационная война от А до Я, и их понимание этого постоянно эволюционирует. А они сейчас пишут парадигму когнитивной войны и считают это самым передовым методом воздействия. Тут просто отличие. Информационная война – это классическая пропаганда, убедить, что А лучше Б. Когнитивная война – заставить вообще всех не понимать, что происходит, вызвать эрозию воли и, соответственно, чтобы подавить желание человека или целого государства как-либо сопротивляться, думать. Кстати, чем занимается Дональд Трамп в последнее время? Кто-то думает, сходит с ума, кто-то думает, забыл выпить таблетки, но это четко попадает под ключевые признаки ведения когнитивной войны. Как бы это парадоксально, может быть, не звучало и не казалось. Знаешь, я недавно понял, как на самом деле себя ведет Дональд Трамп по отношению к мировому сообществу. У кого дома был или есть кот, знает, что когда можно отвлечь. Если ты одной рукой будешь там отвлекать его внимание, не знаю, там шевелить, показывать корм, то другой рукой ты в это время можешь его схватить, там дернуть за хвост, сделать то, что ему в обычное время там неприятно, но ему будет не до этого, потому что его внимание сконцентрировано на абсолютно непонятных движениях, которые ты совершаешь. И Трамп делает все то же самое. Он пытается сделать каждый шаг каким-то непредсказуемым. При этом тоже он постоянно поднимает тему истории. Про то, кто победил, где еще наследие, кто великий. Какими океанами омывается Крым. Это больше про географию. Трамп говорил, Крым омывается океанами. Они много чего говорят, но вот если... Океанами имени Трампа в следующий раз. Ты сказал, что на нашей стороне объективность. Но это мы понимаем. А с другой стороны, пытается весь западный мир сформировать картину, что только мы плодим фейки, а истина на их стороне. Как сломать их взгляд на то, что публикуем мы? Они же не читают наши методички, они не смотрят наши СМИ, они заблокированы. К сожалению, не все книги переводим мы на другие языки. Вот у нас в подкастах и в моих выпусках есть субтитры на 5 языках уже. Я надеюсь, что это сработает, хотя бы чуть-чуть. Надежда умирает последний стрик. Да, мы переводим на румынский, английский, киргизский, казахский, английский, украинский тебе. А украинский что, нет? Нет, кстати, нет. Надо будет. Надо. Просто мову сложнее выучить. Можем ли мы сломать? Можем, если нас не будут там блокировать, например. Но нас блокируют там полностью, а мы каждый чих, вздох, Wall Street Journal, The Economist, New York Times, New York Post разбираем детально, публикуем это все. И у нас, скажем так, такая уже сложившаяся традиция ориентированной направленности на их медиа. Понятно, это наш враг, мы его должны знать, понимать, но часто ли в западных СМИ публикуют наши СМИ, разборы наших материалов? Да практически нет. А это тоже большой элемент большой информационной войны. Но мы же не заставим цитировать РИА Новости. Конечно, нет, но мы можем, например, не заставить, а, скажем так, помочь западным популярным блогерам с какой-нибудь информацией, с каким-нибудь расследованием или прошлым какого-нибудь там дедушки, какого-нибудь нациста, который сегодня во власти находится. Нацисты, наследники европейских нацистов, практически 1 миллион просмотров уже. Видишь, как работает. Так этим же можно помогать и туда, и просто в погоне за рейтингами, за просмотрами, за охватами люди эти будут поднимать эту информацию, возможно, копать дальше, и таким образом можно влиять на их информационное пространство, даже если наши официальные или неофициальные СМИ полностью заблокированы. Знаешь, ко всему относится, что все, что опубликовано российскими СМИ, это ложь. Забавный случай расскажу. Я знаю одного человека, который снимал, все, что происходило там на Украине, это еще было до 22 года, и в частности, вот этот марш нацистов 1 января, там, в честь дня рождения Бандеры. И он эти материалы отдавал российским СМИ. А мне был включен медиамониторинг на упоминание определенных там вещей на Украине, если это где-то публикуется. И я вижу, что выходит статья в крупном издании, потом во втором, в третьем, где российские пропагандисты
оболгали марш украинских националистов. И там снова ложь, клевета и так далее, и ссылаются на телеграм-канал Rush Today, RT. Я думаю, что они там написали. Проваливаюсь, там написано: в Киеве сейчас так. И сноска: проходит марш в честь Бандеры, там, запрещенного там, движения на территории Российской Федерации. И просто фотография. То есть там нет ни оценочного осуждения, ничего. Просто факт того, что там идет марш. Но это было подано с таким вот заголовком о том, что оболгали, снова там оскорбили, унизили и все остальное. Хотя этого в помине не было. И так же делают и на Западе. Любое упоминание где-то чего-то в России, это сразу ложь, вранье и так далее. Что мы должны, не знаю, написать такого, чтобы они сказали: вот великий материал, классный? Не, ну, конечно, они не поверят в то, что мы напишем на наших ресурсах. Я же говорю, нам прежде всего необходимо работать туда, забрасывая эти материалы. Но никто не будет этого делать, если это будет партизанщина. Ну, то есть, типа вот, мы там все с вами задействованы в медийке, где-то работаем, да, и вот мы такие вечерком сели, запилили материальчик, там, засеяли его туда, смотрим обратную связь, общаемся, доводим это до конца, крутим, выстраиваем отношения с источниками. Так это не работает. Это должна быть системная работа. Потому что материал мы можем подготовить, но на засеивание времени у нас не будет. Пока мы его начали сеять, уже время прошло этой новости, она уже никому не интересна. Потому что все это нужно готовить под конкретные тоже события, под конкретных персонажей, развивая, дополняя какие-то там скандалы или новости, которые сейчас бурлят и кипят. Это должна быть системная, плотная работа, и это должно быть поставлено на поток. А для того, чтобы это стояло на потоке, нужна какая-то организация. А чтобы была организация, просто нужна соответствующая воля. Иначе это работать не будет. Ведь на Западе работают именно так. Не обязательно выходить на все эти СМИ. Мне кажется, достаточно выйти в X Илона Маска, где он сейчас как раз-таки ввел такую функцию, которая объединяет весь мир, скажем так, и переводит, собственно, всю твою ленту под твой язык. То есть ты сейчас все это обсуждают, ты заходишь в X, и у тебя, допустим, посты американцев теперь в ленте, португальцев, японцев и так далее. И оно сразу как бы тебе на русский язык переводит, не надо ничего кликать. У тебя как будто... Где я пойму, что это настоящий японец, вот, а там указано, переведено с такой-то страны. Да, там переведено с такой-то страны. Соответственно, когда сейчас американец заходит в X, и какие-то темы, касающиеся Америки, пишут русские, например, блогеры, да, то есть раньше, если писал на английском, да, то есть это надо искать, кто что, а сейчас они прям настроили алгоритмы так, что твой пост, даже написанный на русском языке, попадет им в ленту американскую. Я не знаю, насколько это будет прям работать с точки зрения России, но нам американские посты залетают очень хорошо. Очень смешно было то, что ты сейчас сидишь в косоворотке и сказал не кто шо, а кто чего. Такой русский резко стал. Да, поэтому, мне кажется, надо там работать, хоть он у нас и не работает прям без всяких дополнительных средств, но, тем не менее, условно, там Кирилл Дмитриев, Дмитрий Медведев там свою деятельность ведут. Ну, я просто дополню, у меня есть хороший знакомый, друг, можно сказать, он долгое время вел канал в Твиттере еще и развил его до 600 тысяч подписчиков. А потом он снес его. Канал был чисто исторический, и там не публиковалось вообще никакой пропагандистики, связанной там с Россией, Советским Союзом и так далее. Его снесли. Ну, и снесли во времена, когда и Трампа, да, наверное, снесли, да. Ну, купил Илон Маск, казалось бы, там можно подать апелляцию, никого ничего не восстанавливают, то есть где гарантия того, что не будет повестка иной? Гарантии вообще нет. Если посмотреть на того же... Надо свою соцсеть создавать. Ну да, но реально ли это развить? Тоже достаточно проблема. Да, конечно. Ты мыслишь как разработчик ВК. Если посмотреть вообще на прошлое Илона Маска и на то, какие он неоднозначные жесты выкидывает, те самые римские салюты, то еще непонятно, какой идеологией он руководствуется в своем миропонимании. Ведь сейчас западные каналы те же очень активно обсуждают странное прошлое всех, многих представителей компании PayPal, выходцы из которой сегодня разлетелись по миру. Кто-то там в Палантире, кто-то в экстремистской мета, кто-то Илоном Маском стал. Все они как-то связаны с Южной Африкой, например, где были очень серьезные проблемы, связанные с сегрегацией, с чисто такими жестко националистическими настроениями. Все они очень странную ведут деятельность информационную, связанную с, по сути, продвижением милитаризма и таких тоже очень агрессивных настроений. И это тоже вызывает массу вопросов. То есть не волк ли это в овечьей шкуре, тот же Илон Маск, да хотя и по Старлинку мы все прекрасно понимаем.
В целом, да. Но есть у нас, к сожалению, негативная черта, вот какое-то, ну, в кавычках, обожание чего-то западного. Можем каждый день писать, как Дмитрий Анатольевич Медведев, там, американцы негодяи, там, подонки, козлы и так далее, хаять их на кухне, но только в условном, там, Wall Street Journal выйдет какая-то статья, в России сегодня хорошая погода, мы такие, да, они молодцы, красавцы, и бесконечно цитируют. Но чего стоит, это, не знаю, там, маразм с отцом Илона Маска, вообще не знаю, чем этот человек знаменит, кроме как того, что поучаствовал в зачатии самого богатого человека, но он везде у нас. Реально не передост ли у нас этим обожанием чего-то там западного, что нам в первую очередь вредит? Да, однозначно передоз, конечно. И это отражается ведь на нашей повестке. Крупнейшие каналы-миллионники в той же телеге публикуют просто без разбора, типа вот картинка, заголовок какого-то СМИ, и все. Правда, это неправда, что там Bloomberg написали, что они выдумали, что те же там пропагандисты какие-то вкинули о нас, не имеет типа значения. Типа пользователь сам разберется. Так, видимо, думают админы этих каналов. А на самом деле они, ну, по сути, играют в пользу этих самых продвиженцев, этих самых информационных войн. То есть они обрабатывают наше информационное пространство, и зритель, пользователь, который не сечет в повестке, он может заходить, и у него под этим влиянием может формироваться определенная точка зрения, которая будет в итоге почвой для дестабилизации обстановки у нас. Поэтому, конечно, нужно как-то это регулировать и контролировать. Но как? Какими методами и механизмами, это, ну, не знаю, на данный момент, мне кажется, сложно установить. Невозможно прийти ко всем нам, например, ко всем телеканалам и сказать, вот это там постим, это не постим. И старая ведь история с методичками, это уже, ну, просто моветон, никаких методичек не существует. Просто по причине того, что невозможно их писать так быстро, насколько быстро меняется информационная повестка. Каждый ведущий любого канала это прекрасно понимает. Но до сих пор кто-то там мыслит вот в таких категориях, хотя это абсолютный бред. И поэтому вопросы работы вот в этом информационном пространстве, они крайне актуальны, крайне важны для государств, которые хотят обладать подлинным суверенитетом. Про методички подтверждаю. Я думал раньше, что если я стану блогером и стану немножко заметен, мне начнут спускать какие-то удобные методички, где надо будет просто читать и ничего не делать, вот, и все будет уже написано и пошучено за меня. Вот, на самом деле все, к сожалению, не так, а наоборот спрашивают у меня какие-нибудь методички и темы, которые я могу подсказать. Да, я подтверждаю этот факт, потому что у меня было как-то общение. Первый вопрос, который мне задали, есть какая-то информация. Я думал, это будет наоборот. Ну ладно. Но вот по поводу истории, мы когда говорим про объективность, что на нашей стороне объективность, я когда сталкиваюсь с некоторыми нашими там продуктами, в том числе культурными, там, как кино, музыка и так далее, я понимаю, что у нас местами тоже есть проблема с сознанием собственной истории. И 2 года назад произошел казус. Я был в Крыму на дегустации вин, и мне очень понравилось одно вино. Делают в твоем родном Севастополе. А вино дорогое, и я нашел его по скидке, но в Москве. Поэтому заказал 2 бутылки и ждал, когда я там снова заработаю чуть-чуть денег для того, чтобы купить и себе. Я взял 2 бутылки на подарок. И вот как только я там насобирал сумму, там около 5000 рублей за бутылку, что по меркам российского вина это очень дорого. Это вино кто-то подарил Мединскому. И либо попала ему как-то фотография вина, но, кажется, ему подарили. И он задал логичный вопрос. Вино называется Thin Red Line, называлось, тонкая красная линия. Вино начали производить с 2015 года. Ну, там первые виноградники посадили под это вино. И вот его начали разливать с 2020-го. То есть это полностью российский бизнес пришел, российский инвестор, российские виноделы, российские маркетологи. Все это в Крыму делают. Севастополь большими буквами написано. И там название раскрывается. Почему оно так названо? В честь храбрых британских офицеров, сражавшихся в Крымскую войну против врага. Серьезно? Да. И Мединский тогда спросил, не охренели ли вы после 2022 года, да даже до 2022 года, производить в Крыму, в Севастополе вино, названное в честь британских офицеров, которые убивали русских солдат. И когда такое происходит?
гарантированно ли мы можем сами у себя внутри обеспечить какую-то вот достоверность и защиту своей собственной истории, а не прославлять врага? Ну, как к этому пришли люди, которые его назвали, я предполагаю. Вряд ли они реально углублялись в исторические материалы, поднимали архивы, копались там где-то, получали доступы. Они, скорее всего, видосы какие-то посмотрели или кино, которое было классно снято бритами, да, или какой-нибудь классный фильмец на формате поп-обзора, и заценили, сказали, вау, кайф, давай назовем. Ну, типа вот таким же языком, наверное, это и было и структурировано у них в голове. Ну, по сути, это, я не знаю, как это даже назвать, это элемент какой-то подрывной работы на нашей территории. Замечательный шнапс, сделанный храбрым, да, немецким вообще офицером. Трэш какой-то. Там же история с этими бритами, погибшими в Балаклавской долине, она крайне интересная, да, отмороженная абсолютно атака. Это так и есть, многие говорят, это же просто безумие какое-то было. Их там называют на родине храбрецами, да, на самом деле они просто отморозки. Их кто-то там пустил в бой, и они просто полегли абсолютно бесславно на самом деле. Это просто было тупо, потому что, ну, конечно, бриты там это все превозносят, вспоминают, на деле же, ну, у нас это по-другому абсолютно. И делать подобное, ну, это просто выпад против культуры Крыма, против исторической памяти реально, на мой взгляд. Надо было посмотреть, что это за персонажи такие создают это вино там. Это крайне интересно. Ну, у них проблемы, да, это вино изъяли, больше его нет. И я спрашиваю, как его перебрендируют, когда оно появится в продаже? Пока непонятно. Это забавная на самом деле история. Я помню, что Мединского там знатно бомбило. Вот. И я тогда еще, ну, когда приносили эту бутылку, там, знаешь, читаешь этикетку, думаю, ну, какая-то ерундистика, если честно, написана. Думаю, ну, может быть, я чего-то не понимаю. Ну, мы там уже, правда, накидали, нормально продегустировали. Меня это удивило, то, что, по сути, кто создавал, реально даже не попытался понять, о чем речь идет. Представляешь, как бы аналитический центр, сидящий в Британии, был бы прекрасно удивлен. Там, себе в отчеты вписать, знаешь, такую историю. Смотрите, как мы провели специальную операцию информационную и производим такое вино, влияем на умы людей, которые пьют, смотрят, блин, нифига себе. Да, в России в 2024 году вино продается в честь нашей армии, славно называя русскую армию врагами. Просто трешняк. Может, кто-то в отчеты и записал. Так это так ведь и работает на самом деле. Ну, конечно, сложно сказать, была ли это какая-то там операция, или, ну, это просто косяк, или кто-то реально там слишком продегустировал. Да, задегустировался. Но Украина историю не знает. Если ты хоть в одном учебнике истории. Вот я объявляю внеконкурсный конкурс. Если кто-то мне найдет любую книгу, изданную с 1991 года на Украине, связанную с историей, где будет хоть слово про Крымскую войну, вот с меня прям бутылка вина, какого-нибудь шикарного крымского вина. Вот с красной линией вот этого вот. Ну, его невозможно найти, но просто на Украине Крымская война, она отсутствует как исторический факт. Все, там у тебя были казаки, потом у казаков расформовали белые пятна, 1917 год, УНР, все, там же так. Ты ж учился по тем же книжкам тоже? Да. А в каком году, подожди, ты окончил школу? Я уж не помню. Ты в Крыму оканчивал? Да. И как у вас было с программами школьными? Да я помню разве. Ну, на украинском языке все в основном, да. Но самое сильное преподавание, это, помню, была математика и русский язык и литература. Потому что вот по этим предметам были самые сильные реально преподаватели. Все остальное, что касалось там с украинскую мову, литературу и так далее, это все как-то вообще мимо меня прошло. Это уже потом я восполнял, будучи в Киеве, как-то вот так. Но преподавание этих предметов было на довольно слабом уровне. Может быть, это зависело от учителей. И, кстати говоря, вот если действительно вспоминать об этом, вот что записалось, это постоянно как сокрушалась моя учительница по русскому языку и литературе Алина Михайловна. Говорит, господи, как опять программу порезали, опять программу порезали, опять программу сократили. Как они могли, да что ж такое? Как мы это будем догонять, делать? Вот я от нее помню вот во многом именно это. То есть, ну, сейчас уже только сквозь время понимаешь, что, возможно, это были признаки сознательного уменьшения подачи русской литературы. Такое же и не только в Крыму, и в Днепропетровске, по всей Украине, мне кажется. Но вот сейчас, начиная с 2014 года, ты когда приезжаешь в Крым, ты же общаешься с друзьями, знакомыми, близкими. Может быть, у кого-то есть дети, которые ходят уже в современную школу, по современным программам учатся. Есть ли какие-то изменения? Не знаю, не могу сказать.
Пока что я каких-либо данных таких не получал. Дети еще слишком маленькие у знакомых. Слишком маленькие. Доверим это Дмитрию Медведеву, который будет редактировать учебники по истории, в том числе в Крыму. Хорошо, но Севастополь, понятное дело, крупный, сейчас тоже, можно сказать, даже мегаполис, потому что я помню, я был в Севастополе там в году 2011, а потом приехал в 2021, это 2 разных города. Да. Но это прям такой бурлящий жизнью огромный просто уже мегаполис. Но если говорить про оставшуюся там часть Крыма, основную большую часть, что там сейчас происходит по раскопкам, по исследованиям историческим? Ведь это на самом деле огромный такой кластер истории, достаточно слабо исследованный по объективным причинам. Работы, как я вижу, довольно активно ведутся. Я сильно не вникаю в эти все проблемы, больше занимаюсь политикой, мировой политикой, связанной с Украиной. Но вот даже если ты, не будучи профессионалом, да, вот так едешь там по трассам, по популярным дорогам, направлениям каким-то туристическим, то так или иначе все больше и больше видно вот отсылок к культуре, к истории. Всякие разные создаются музейные комплексы, различные точки, типа места для отдыха, где можно тоже вот в таком контексте отдохнуть и посмотреть, как это было вот тогда, когда-то, да, где тебе расскажут, покажут, и все это будет интересно. Но самое знаковое место, это снова-таки вернусь, это Новый Херсонес. Новый Херсонес — это прям самый топ, и многие, кто были там, кто были в других различных там мировых музеях, говорят, что это очень-очень высокий уровень, и я с этим согласен. Да и постановка «Грифон», которая там проходит по вечерам, летом, на открытом воздухе, это тоже отдельный такой момент, очень интересный, классный. Ну, то есть работа ведется очень много, вкладываются большие деньги, и это крайне сильно контрастирует с тем трэшем, который там заряжается на типа тем телеканале Freedom, украинском вот этом зашкварном канале, который транслирует на русском языке, якобы для крымчан, там, для русскоязычных, но почему-то попадает в топы только когда какие-то скандалы случаются. Типа как они Иран там победили вот недавно, да, как они опубликовали и так далее. Ну, то есть их пропаганда, она не отражает истинные реалии, абсолютно. И вот в контексте вот этом культурном, историческом, так это точно. Про украинские телеканалы, вот ты вспомнил Freedom, а ты слышал историю про Newsmax, что будет заходить американский канал Трампа на территории Украины, то есть будет вещать на Украине, тоже, по-моему, на русском языке. Это чисто там владелец протрамповский чувак. На месте, да, буду там, понятно, что да, с Батькивщиной связаны, но сам владелец в Америке, то есть это чисто протрамповский чувак, тоже к чему-то, наверное, готовят почву, может быть, каким-нибудь будущим выбором, чтобы противостоять телемарафону и Фридому, в том числе вот этому, вот, который сейчас полностью там понятно. Им несложно противостоять. Тот уровень, который они выдают, это просто днище. Ну и цифры говорят сами за себя, на самом деле. Их охваты при тех вложениях, которые в них делаются, это просто ниже плинтуса. А к чему готовится Трамп и там Newsmax или его инфосетка, сложно сказать, потому что он же еще не запустился, да? Нет, еще, да. В этом году вроде. Да, когда вещание пойдет, то по нарративам сразу ведь все будет понятно, потому что они продвигают, как, где. Но если говорить о Трампе, я бы сильно тоже не обнадеживался бы, потому что, по сути, они зажигают всю Евразию. Они работают в рамках теории Хартланда, Римланда, которые были написаны еще в прошлом веке и подразумевают американское и британское господство над миром в рамках господства над Евразией. Кто владеет Евразией в их парадигме, тот владеет миром. Как владеть Евразией? Нужно владеть этим Хартландом или Римландом. Хартланд — это сердцевинная земля или по какому-то странному стечению обстоятельств границы России, Российской империи, Советского Союза или зоны влияния большой нашей территории. Но эта теория, кстати говоря, она развита еще глубже другими авторами, и она подразумевает то, что как владеть вот этой территорией большой. В рамках этой теории нужно владеть Восточной Европой и как раз-таки Украиной. То есть это во многом, мне кажется, отвечает на вопросы, почему все так в этом мире происходит. С одной стороны, есть какие-то
моменты, ну, скажем так, тактические, да, когда вот приходит Трамп, он произраильский, там израильтяне на него давят, файл Эпштейна, и вот начинается война в Иране, да, ну, как бы стечение обстоятельств. А с другой стороны, есть большая глобальная стратегия, в рамках которой нужно поджигать всю Евразию. На Украине ее подожгли, вокруг Ирана она поджигается, и, конечно же, готовится Индо-Тихоокеанская заруба, тоже не просто так. Недавний пакет оборонительный, так называемый, с Индонезией с Пентагоном о многом говорит. Малакский пролив, который, по сути, может контролировать Индонезия, а там 2 километра всего лишь пролив-то, Ормузский 21. Малакский всего лишь 2. Так через него идет 2/3 поставок в Китай и из Китая. Тайвань, первая цепочка островов, Япония, Филиппины. Это все ведь прямо абсолютно откровенно готовится под войну с Китаем. Для чего? Для того, чтобы зажечь Евразию и из этого огня, возможно, термоядерного, чтобы вышли американцы. Как сам Трамп говорил, мы живем за океанами, нам типа все равно. Американцы всегда выходят победителями из больших войн пока что. Но ты говоришь, вот, что есть глобальная, да, стратегия. Это что сейчас был поцелуй в CNN? Это не поцелуй, к сожалению, это факт. Если мы просто посмотрим на цифры, то после там, Второй мировой войны... Не, ну они зарабатывают денег-то на этом. Да, они на этом зарабатывают деньги, а, скорее всего, они просто эти войны поджигают, и в том числе та война, которая сейчас у нас идет. Мне кажется, что они тоже как первые же бенефициары. Транш пришел, сейчас иногда дадим. Это факт, просто нужно врага как бы адекватно воспринимать в лицо, а не говорить, что он там никакой или еще что-то такое. Вот, а ты говоришь, что борьба... Есть, короче, общая стратегия, да, в рамках которой все происходит, но борьба же с историей и культурой, это, в принципе, тоже, я так понимаю, в рамках какой-то одной такой большой стратегии. Но есть, правильно, да? Абсолютно правильно, и об этом я просто вставлю 5 копеек. Об этом недавно писали в Rand Corporation, самый богатый аналитический центр в мире, который пишет преимущественно для, ну, так называемого оборонительного сектора США и Белого дома. По сути, ну, не оборонительного, а воинственного, да, империалистического. В Rand недавно вышла статья, они четко написали, любые вообще все мировые области соприкосновения финансов, людей, там, экономик, социальные, они все должны рассматриваться через военную призму. Они много говорили об экономике, но из контекста понятно, что и культурная область, да и по действиям Голливуда многолетним, и по санкциям мы прекрасно понимаем, что да, это все уже милитаризировано. Дальше это только лишь будет выходить на все более такой агрессивный манер. Если вот сконцентрироваться на истории, культуре, есть ли в этой стратегии какие-нибудь трещинки, которые можно просочиться? Потому что вот мы наблюдаем, что появляются иногда какие-то и позитивные новости, например, там, что Россию где-то восстановили, значит, на каком-то спортивном мероприятии она может участвовать. Сейчас вот большой очень скандал в Италии с Венецианской биеннале, самой их известной как бы выставкой. Там, значит, тоже допустили Россию впервые с 2022 года к участию, и начался просто скандал, Латвия там сказала, все, мы не будем... Латвия не приедет с своими Латвия сказала, она так и сказала, мы не приедем со своими картинами. Культура лишилась латвийского достояния. Они так и сказали, мы не приедем, украинцы тоже, мы сказали, мы все, пошли вы нахрен туда-сюда, то есть реально гонят на Италию 2 страны только, вот все остальные как бы, ну, похер, ну, нормально все. Вот, и Италия, более того, уже Еврокомиссия лишила венецианскую эту биеннале 2 миллионов евро за как бы за то, что они приняли такое решение. 2 миллиона потерять ничто по сравнению с тем, что не приедут латвийские. Вот, и, слушай, и Италия отвечает, что, чуваки, как бы, мы понимаем, что 2 миллиона, это, типа, вы считаете, что... Где-то перевернулся в гробу Микеланджело, они говорят, что, как бы, они говорят, не едут. Они говорят, что для нас 2 миллиона, это, как бы, ну, скажем, это, конечно, хорошо, но, как бы, и без них проживем, это раз, то есть они не пошли на попятную. И Латвия, они сказали, что, чуваки, при всем уважении к вам, типа, но наша биеннале насчитывает 130 лет, там, условно, больше, чем вам, короче. Вот, и это что такое? Это какие-то трещинки, это исключения, или это какая-то, может быть, наша работа, я не знаю.
Ну, по сути, в Италии же есть силы, которые трезво, объективно смотрят на происходящее, на события в мире. И, конечно, они не хотят, чтобы авторитет страдал вот этой выставки из-за открыто пропагандистских, русофобских этих выпадов, потому что многие понимают, все-таки вот так называемый правый поворот происходит в Европе постепенно. И да, многие прочили, что на выборах, которые были вот в прошлом году, вот эти масштабные европейские, там будет этот ультраправый крен, придут правые, все переиначат, всю политику, сместят глобалистов. Нет, в этот раз не получилось. Но, объективно наблюдая за происходящим, люди понимают, что холодильник всегда побеждает телевизор. Денег все меньше, соответственно, если денег, то и влияние у обычных там людей, да, и это напрягает. Поэтому, конечно, они пытаются как-то дистанцироваться от этих многих политических событий и предпочтений гинеколога Урсулы и выбирают иной путь. Ну и просто напомним, что на Биеннале у России же свой павильон. Да. Одна из там 29 вроде бы стран, или 19, я уж точно не помню. Ну и России даже не нужно какие-то там заявления подавать туда, скажем так, проситься, или чтобы ее приглашали. Наши просто берут и приезжают. И все. И это уже вызывает скандал. Все это опять-таки в рамках вот этой большой войны. А трещинки, они всегда будут уязвимые места, тонкие места. Просто нужна системная, грамотная, последовательная работа. Так же, как это делают европейцы и американцы против нас, но только со знаком плюс в нашу сторону. То есть работать не на каких-то, может быть, так часто, там, скажем так, негативных тенденциях и новостях, а продвигать нашу позитивную повестку. Потому что у нас для этого есть все основания, наша культура, история настолько велика, глубока и монументальна, что даже американцы сами говорили, если бы у нас было такое, ну, мы бы тут с нашим Голливудом делали бы в 10 раз круче. Это да, ну пускай нам завидуют. А у нас есть тебе финальный такой вопрос, квиз, на то, чтобы удостовериться, что ты на самом деле трушный крымчанин. Не засланный казачок. Да, в вышиванках и шароварах. Какой древний город в Крыму считается одним из старейших в Восточной Европе и был основан греками где-то в 610 году до нашей эры? 4 варианта ответа. Пантикопей, Крымскоград, Херсонес, Симферополь. Керчь, конечно. Да. Да, ты абсолютно прав. Прошел тест на крымчанина. Вот, поэтому огромное тебе спасибо за интереснейший разговор. Сможешь теперь покинуть эту студию, тебя не заберут. Волга спасибо, тебя не заберет. Да, все. Спасибо тебе большое. Лучший комментарий, который появится под нашим выпуском, получит подарки от нашего движения Победа 945, поэтому активнее пишите, делитесь этим видео, пишите о каких-то тоже интересных исторических казусах. У нас под последним подкастом там огромное количество комментариев, я еще не все разобрал, поэтому победителя озвучу в следующий раз. А Паша на все прям сам отвечает, красавчик. Да, и все лайки ставлю я от админа. Да, и обязательно поставьте лайк этому выпуску, вот, потому что без ваших лайков мы не сможем продвигать все. Сегодня вообще случилось историческое событие. Первый человек косоворотки, который сказал, что Америка всегда побеждает. Это ли не... Я не сказал побеждает, он выигрывает. А уже все. На этом все. Нет смысла, да, оправдываться. Большое тебе спасибо. До новых встреч. Спасибо. Пока.